Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои видео. Видео на моем канале выходят регулярно. Короткие видео я стараюсь публиковать практически каждый день, длинные видео раскладов 2 раза в неделю. Может быть, буду и чаще. Сегодня решила сделать расклад. Обратилась во вкладке «Сообщество» на своем канале YouTube к своим подписчикам, с вопросом, какие темы общих раскладов их бы интересовали. Но всегда я нахожусь в поиске идей, в поиске тем, понимаете, одно и то же, всем надоедает, наверное, и смотреть, и снимать, хотя каждый раз информация разная, и каждый раз действительно это важные, животрепещущие вопросы. Но, значит, одна подписчица предложила одну из тем такую. Оба молчим, то есть и вы, мужчина, молчите. Не выходите на связь, не общаетесь. Что дальше? Может быть, как-то по-другому немного там был сформулирован вопрос, но суть именно такая. Расклад, как всегда, будет общий, как и все другие расклады на моем канале. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я всегда читаю в общем. Но общие расклады у меня работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра видео. Когда вы это видео нашли, когда вы его открыли, значит, именно тогда вы услышите информацию, которую должны были услышать. Кто не верит, пожалуйста, посмотрите, проверьте, напишите мне, как проигрывается, не проигрывается, частично или совсем не проигрывается. Это очень важно в моей работе. Также спасибо, что пишете комментарии благодарности под видео. Это очень важно, чтобы уравновешивать нашу с вами энергию. Вы это уже знаете. Пожалуйста, настраивайтесь на мужчину, настраивайтесь на расклад, представляйте его себе, как вы его помните, как вы его видите, его глаза, его энергетику. Итак, оба молчим, молчите, что дальше? Давайте смотреть. Мужчина. Мужчина сейчас. Восьмерка кубков. Вы сейчас явно не вместе, то есть рыцарь кубков, верховный жрец. Значит, смотрите, вы сейчас не вместе, у вас здесь любовь здесь есть, но был уход, то есть вы расстались, я не знаю, был отъезд, разлука, расставание, с мужчиной. Возможно, здесь мужчина такой моложавый, водной стихии. Кто смотрит по гороскопу, это может быть по основному знаку, либо по асценденту. Мужчина чувственный, такой романтичный, эгоистичные такие мужчины часто бывают, Но в любом случае мужчина наполнен чувствами, эмоциями. Он вас однозначно не забыл. Значит, почему вы здесь расстались? По верховному жрецу здесь, смотрите, здесь, кстати, у некоторых здесь мог быть законный брак. То есть мужчина мог быть вашим супругом, но это не у всех. Значит, любовь-то здесь была и взаимная. И мужчина до сих пор эти чувства испытывает. Но здесь у него какие-то принципы. Понимаете, принцип у него. Либо какая-то принципиальная позиция по какому-то вопросу. Либо то, как он видит, так не происходило. То есть здесь борьба именно за какие-то высокие ценности, что ли, я не знаю, буквально, знаете, что я даже не знаю, что привести
ну, там, я не знаю, надо встречаться до свадьбы, там, 2 года, да, ну, грубо говоря, извините, я утрирую, да, здесь, конечно, ну, чтобы просто вы поняли, вот, и все, и поэтому не, там, 1,5 года, не 2,5, а именно 2, ну, то есть, вот, вы меня понимаете, да, но мужчина здесь не забыл вас, однозначно. Так, давайте посмотрим вас, ваше сейчас состояние, вы. Ага. Ну, а вас как раз вот это положение все не устраивает, да, положение без развития. Вам здесь как раз нужно, чтобы отношения развивались. Вы как раз хотели развития отношений, да, развития в сторону стабильности отношений. Вы ценили эти отношения, да, и цените до сих пор. Ценность этих отношений не уменьшилась для вас. Здесь, кстати, у вас, смотрите, старшие арканы, да, смерть как трансформация, как перерождение, как движение, да, на другой уровень вперед, и маг. То есть вы в очень сильных сейчас энергиях. Вы для себя сделали вывод, вы приняли решение. Отношения для вас ценные, но вы понимаете, что нужно что-то менять. Вы хотите, чтобы в этих отношениях менялось все в пользу, ну, как бы в сторону стабильности, в сторону более серьезности, чтобы мужчина ответственность, может быть, взял, да, за свои поступки, за свои слова, за свои действия, за вас. Хотя вы здесь в таких сильных энергиях, я вам хочу сказать, что вы сами все можете. Но вот именно сейчас я вами просто восхищаюсь. Вы, конечно, сейчас молодцы, девочки. Вот, у кого такая ситуация, да, вот. Но вы тут как бы, да, стабильности, но оба вы сейчас вот бездействуете. Так, давайте посмотрим вот что. Что он думает о вас сейчас вообще? Вот что нам сейчас покажут? Вы кто для него сейчас? Ой, вы знаете что? Здесь смотрите, какая карта выходит. У вас очень сильная, видимо, привязка, сильный канал, очень связи у вас с ним. Отношения очень у многих здесь кармические. Он здесь мужчина, который понимает, что должен как бы вот быть успешным для вас, да, то есть вы влечете его, даже не думайте, то есть отношения настолько вот это вот, они кармические, серьезно, тяжелые у многих отношения, непростые, да, вот кто вы для него, вот вы для него вот это. Вот то, что нужно отработать, да, искушение, может быть, самая сильная привязка в его жизни. При этом вы еще даете ему стимул быть более ответственным. Здесь мужчина земной стихии по основному знаку или по асценденту проигрывается, да, к развитию, к зарабатыванию денег, к тому, чтобы брать ответственность за вас, за дальнейшие, да, какие-то действия, поступки. Ну и 5 мечей. Вас он видит обиженный, вас он видит, ну как обиженный. Он понимает, что он мог вас потерять. Ну-ка, давайте я дотяну еще сюда карту, посмотрим. Угу. Потерять, а вы на самом деле для него очень ценная. То есть он очень боится сейчас, вот как раз, да, и может быть, кстати, здесь не у всех, но у некоторых мужчина может находиться и в зависимостях сейчас, да, именно потому что считает, что он сам своими руками все разрушил, потерял вот эту ценность, которая была у него в руках, да, вот посмотрите, вот здесь он держит вот эту монету, видите? А вот то, что он потерял, вот это вот то, что было у него, счастье в руках, да, счастье, шанс свыше, да, на счастливую жизнь, на яркое вот такое вот, да, на золото в руках. Он считает, что он, возможно, потерял это. Так, а давайте посмотрим, кто он для вас сейчас. С
судьба. Вот я не знаю, нужно комментировать вам как-то эту карту. По-моему, само название говорит да, об этом. Отношения здесь, конечно, ну, я уже повторюсь еще раз, кармические, да, вас ведут высшие силы, он для вас, вы считаете, дан свыше, дан судьбой, он ваша судьба, но вы хотите, чтобы все было, вот понимаете, правосудие здесь выходит, все было правильно, все было четко, все было, ну, так, как вот как должно быть, да, без всяких право-лево там, да, то есть вот вы вместе и все. Также, может быть, здесь вы законный брак хотите, да, серьезных отношений, законный брак, или были вы в законном браке с семьей, да, такое тут тоже может быть. И он для вас паж кубков, понимаете, вот такой вот, вы любите его, у вас к нему чувства, и он для вас, ну, вот такой какой-то, знаете, не дорос еще он, может быть, у многих. Ну, дело тут не в возрасте, да, то есть они могут быть такими детьми ведь, да, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60, и в 80, и в 90, да, то есть у вас здесь старшие арканы, а он паж кубков, понимаете? То есть, ну, как бы вот вы более, скажем так, зрелая внутри, более, наверное, более логичная женщина, более серьезная. Ну, уже вот просто вы как-то, у вас все там по полочкам, да, что вот и как вы хотите. Так, давайте, знаете, что посмотрим. А думаю, вот будет ли он как-то выходить на связь и что-то делать, да? Колесо года. Ну, я вам хочу сказать, что да. Старший аркан здесь выходит, влюбленные. Старший аркан, опять же, и девятка мечей. Ну, вот он у вас сейчас вот так пострадает, подумает, помучается, да, поскучает о вас, о женщине, которая дана ему свыше по судьбе, да, подумает хорошенько, что он теряет, да, и будет у вас следующий виток, скорее всего, развития отношений. Ну, тут вот сейчас он паузу-то выдержит, устал, да, надо же красиво себя проявить, вам показать, кто есть кто. Шестерка кубков. И вы знаете, и вернутся эмоции былые, вернутся чувства. Ну, он однозначно он проявится. Понимаете, это не конец. Вот что я вам хочу сказать. Да, тут вы даны свыше друг другу, благословлены высшими силами. Я вам сказала, здесь у многих отношения кармические, вот поэтому они такие непростые, да, вот это вот постоянные качели туда-сюда, вот это выматывание нервов, мужчина вроде и хочет, а то и не хочет, я не знаю, знает и не знает. Ну, что сделать, да, что сделать? Ну, страсть там не угасла, я вам хочу сказать, точно, абсолютно. Вот, хотя здесь сейчас у нас, да, такие более серьезные карты выходят. Вот, но он поборется еще за вас. Давайте так, спрошу вот что. А вам, вот вам, выходить первой как-то на контакт с ним? Туз жезлов, вы знаете, возможно, если какой-то шанс будет. Нужно, конечно, это хорошенько взвесить. Но если вот прям попрет, да, вот смотрите, тут колесница тоже, то действовать можно. Но, вы знаете, лучше все-таки насладиться вот тем, как он себя проявит. Он однозначно себя проявит, говорят эти карты. Здесь колесница, здесь вы
Ну, вы по судьбе, вы в одной упряжке, да, вот, можете быть на расстоянии, в разных городах, странах, там, континентов, быть разных культур, рас, национальности, религии, это все вы уже знаете, да, часто эта карта у нас выпадает очень, но здесь вы вот видите разные масти, но вы вместе вами управляют выше, свыше, и вы вот двигаетесь вперед, да, ну, вы знаете, если шанс подвернется, если так попрет или так сложится, да, то ничего страшного, что вы там как-то себя проявите. Но осторожно, взвешивать тут нужно, да, вот, можно. Но лучше, конечно, все-таки, да, лучше, конечно, все-таки вам подождать, да, еще немножечко и посмотреть, как он все-таки будет себя проявлять. Давайте посмотрим, значит, после того, как он как-то выйдет на связь, приедет, напишет, объявится, как вот вам себя вести с ним, да, вот что скажут карты, как должны вы себя вести. Семерка кубков. Ну как, эмоционально воспринять это, да? Страстно. Но вы знаете, как бы, пусть он еще поборется. Сразу на все не соглашайтесь. Да, эмоции есть, да, чувства есть. Но, может быть, как бы здесь дать возможность мужчине немножечко поднапрячься еще. Говорят нам высшие силы, да, то есть побороться немножечко, да, за вами, ну и мир, ну и мириться, да, мириться, после того, как он поднапряжется, после этого можно и мириться, да, и как бы уже спокойно продолжать дальше. Давайте смотреть, как будут ли развиваться потом отношения, как, и, может быть, покажет, как он будет себя в этих отношениях вести. Вот что нам сейчас покажет. Ну, смотрите, он будет вести себя как завоеватель. Здесь мужчина еще огненной стихии по основному знаку, либо по асценденту может проигрываться. Он будет страстно себя проявлять, да, так по-моложавому, да. Вот, он будет энергично действовать, вот именно может и приехать, и прийти, и навестить, и, я не знаю, и все что угодно, да, вот, и что-то неожиданно, но тут вот развитие будет однозначно, он себя будет вести. Но будет вести себя страстно, ярко, огненно. Паш мечей еще и ревность может проявлять. Либо здесь он, знаете, как у вас может быть отношения на расстоянии по интернету он будет писать, да? Тоже такое может быть. Ну, все же варианты мы рассматриваем. Вот. Но ревновать будет. Будет думать, что там было. И будет вести себя так, чтобы завоевать вас. Вы знаете, он захочет быть победителем, обладать вами. То есть вот это ему важно. Вот понимаете, быть свинком на коне, вот таким вот себя почувствовать, что все, это моя женщина, я принял решение, я вернулся, да, мы вместе продолжаем дальше двигаться. Вообще успешные будут отношения, будут развиваться, успешные, страстные очень отношения будут. И вы посмотрите, вы тут королева жезлов. Вы понимаете, ну вот как сразу показали, да, что тут ну, вы все равно здесь сильнее в этой паре, хоть как может мужчина как угодно выглядеть, да, как там супер альфа-самец, мачо, назовите как угодно, да, но вы здесь решаете, вы страстная, яркая женщина, огненная такая, да, вы будете решать, как, что будет. Ну, ему только об этом не говорите, он-то здесь рыцарь жезлов, а вы королева жезлов, но вы здесь пара проигрываетесь, вы можете быть парой потом спокойно, да, ну, как спокойно, не спокойно, страстно, вот, поэтому... Как будет действовать? Ну, давайте, какое будущее возможно с ним?
Семерка Пентаклей, вы знаете, будущее то, которое вы ожидали, может быть, не сразу, да, но подождать придется, но результат будет однозначно, это не то, что это какое-то завершение. Будет развитие, двойка жезлов, и выбор будет сделан, и определится и путь, и как-то и движение, куда двигаться, да, то есть здесь вот именно уже определится человек, и вы, и он, с тем, куда, и с кем, и дальше, и как. Да, дальше давайте смотреть. Умеренность, ну, вы знаете, гармонично. Гармонично по этой карте, вот отсвечивает, извините, пожалуйста, вот, гармоничная жизнь, вы будете вот как бы дополнять друг друга, да, вот здесь, видите, высшие силы вас будут вам помогать, благословлять, посмотрите, какая красивая, просто великолепная карта, да, здесь крылья, ангел, да, вот. Будет спокойная, размеренная, умеренная, счастливая, гармоничная жизнь. Ну и давайте, знаете что, дотяну карту, итог вам на сейчас, что нам скажут. Вот как бы вас немного, может, подбодрить, туз кубков. Ну, знаете, это просто прекрасно, это просто великолепный, мощный расклад, такая энергетика. Спасибо большое подписчице за предложенную тему. Я сама получила просто удовольствие. Туз кубков, туз наполненный, извините, кубок наполненный любовью вашей. У вас любовь совместная, взаимная. Что бы ни происходило, вот думайте об этой любви. Любовь вас направляет, Бог вас любит. Доверяйте Богу, вас ведут высшие силы. Все, что происходит, происходит вам во благо, но эта история не закончена. То, что вы молчите, пройдет какое-то сейчас время, и вот все вернется, все восстановится, и править в ваших отношениях будет взаимная любовь. Вот я вам этого желаю, вот вас, вот как совет подбодрить вас, вот подбодрить, это основное, что вас должно, ну, как бы стимулировать, вас должно вести, что главное то, что в сердце, а в сердце и у него, и у вас любовь. Поэтому я всем желаю воссоединиться, восстановить отношения, помириться, да, к тем, кто вот сейчас не вместе. Если вы на расстоянии, пусть это расстояние как можно быстрее сократится. Огромного вам счастья, большой вам любви. Пожалуйста, пишите комментарии под видео, да, как проигрывается, что происходит. Это очень важно мне, я все читаю. Вот. Я еще раз вам показываю вот эту карту, которую высшие силы, да, передали вот информацию для вас, чтобы вас подбодрить, взбодрить, придать вам сил, уверенности, что любовь между вами взаимная. И действие, и развитие здесь еще будет возможно, да, и все, ну, прекрасно должно складываться. Поэтому на этой вот прекраснейшей ноте я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видео. Всего вам доброго. До свидания.